Смотри, стрит-фотография несет информацию о нашей повседневной жизни, которую часто мы можем пропустить и как бы не запечатлеть. В 10-е годы, до появления айфона, все ходили с телефонами вот так вот. И это может как раз-таки запечатлеть в историю, в визуальной истории человечества именно стрит-фотография. Okay, so welcome back everybody to a new episode of Eyeshot 50mm. And today we're sitting down with Maria Plotnikova, a Russian photographer whose work moves between street photography, documentary photography, but what's at the center of it, it's always the human interactions and the human side of things. So thank you, Maria, for being with us and welcome on this new episode of Eyeshot 50mm. Большое спасибо, что пригласили. Я очень рада и довольна и счастлива, что, во-первых, вы пригласили меня в этот проект, и, во-вторых, что он существует. Я просто смотрю и наслаждаюсь. Спасибо большое. Thank you. Thank you, Maria, for being with us today. And before we get started, I wanted to leave a small message to all of our viewers to keep liking, keep commenting, keep subscribing, and keep supporting independent street photography, independent publishing, and made in Italy arts and craftsmanship. So welcome, Maria, to this episode of Eyeshot 50mm. Okay. Then I will start with the very, very first question that we always ask our guests. And the first question is, who is Maria Plotnikova according to Maria Plotnikova? В первую очередь, я просто человек, счастливый, кстати говоря. Я женщина, которая родилась совершенно в другой стране, чем живу сейчас. Я родилась в Советском Союзе. Думаю, что это сильно повлияло на мою жизнь. Я фотограф, и я как профессиональный фотограф, так и э, фотография — это мое призвание. Я жена и просто наслаждаюсь жизнью, стараюсь наслаждаться жизнью. My second question then would be, you began your career in Russia, which is a very male-dominated environment. Did you ever had to fight to be taken seriously as a photographer? Я начала работать как профессиональный фотограф в 2006 году. И действительно, тогда в фотожурналистике преобладали мужчины. Но как раз я попала в то самое время, когда в России первый, второй год моей работы ко мне относились снисходительно, но довольно быстро, из-за того, что я сразу снимала хорошо, все это ушло. И меня стали воспринимать как профессионального фотографа, независимо от моего пола. Так как я практически сразу начала работать как спортивный фотограф, спортивных фотографов в России на тот момент было очень мало, то, в принципе, я нашла мое первое место для работы в течение 2 месяцев. Не было никакой сложности вот найти это место. Maria, you were born in Moscow, but you lived many, many years in Latin America. My question is, how do these two different worlds coexist in your photography? И с моим мужем, который работает в сфере IT, в 2010 году переехали в Аргентину. Он там открыл филиал русской компании и развивал его в течение нескольких лет. И, соответственно, вот с 2010 по 2015 год я жила в Южной Америке, как его жена. Впоследствии я возвращалась в Латинскую Америку несколько раз, чтобы продолжать работать как спортивный фотограф для российских СМИ, работая на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и на чемпионате мира в Бразилии. И чемпионат мира по футболу в Бразилии. И в 2017 году я еще раз вернулась в Южную Америку, чтобы посетить, вернее, я еще раз вернулась в Латинскую Америку, чтобы посетить страны Центральной Америки. И таким образом закрыть гештальт, можно так сказать, вообще всему континенту. Вот. И во время моих путешествий, в том числе там и по Центральной Америке, снимала повседневную жизнь как для себя, стрит-фотографию, и какие-то документальные фотографии, но опять же повседневной жизни, и продавала эти фотографии в новостные агентства. I was wondering actually, in every photographer's life, there's always
let's say, a moment when you realize, or the photographer realizes that the photography is their own path. Was there an event for you that made you think, okay, photography is the thing that I want to do for the rest of my life? Удивительно, но я поняла, что фотография — это мое призвание именно в Южной Америке. Когда я оказалась в Южной Америке, была лишена вот своей профессии фотографа и думала, чем заниматься дальше. И в какой-то момент решила открыть магазин, вот. И очень быстро поняла, что это совершенно не мое. Сильно скучала, тосковала по фотографии. Ну и все. И, в принципе, поняла, что нет у меня выбора, что буду ей заниматься столько, сколько позволит здоровье. И хочу еще заметить, что так как я вот начала заниматься фотографией и сразу стала профессиональным фотографом, я не думала, что будет сложно снимать только для себя. И оказалось, что это сложно. Вот мне пришлось переступить какой-то порог и научиться снимать только для себя в Южной Америке. That was the last question for me. Yeah. I wanted to talk about your experience with sports. As in, you started as a sports photographer. You stayed many years in sports photography. What did this kind of photography teach you about patience and timing in your work? Хочу сказать, что в спортивной фотографии решающего момента намного проще, чем в стрит-фотографии, потому что ты уверен, что ты сделаешь этот кадр, потому что все действие происходит непосредственно перед тобой. Очень помогает хорошая техника, потому что скорострельность камер, даже тогда, когда я начинала, уже была 6 кадров в секунду, а сейчас уже 18 кадров в секунду. So, have you ever thought that photography wouldn't be enough to live on? And what made you keep going instead of giving up? Я буду заниматься преподавательской деятельностью и очень хочу, чтобы продажа принтов вышла на какой-то другой, более высокий уровень, потому что сейчас я потихоньку продаю свои принты, но думаю, что буду продавать их все больше и больше со временем. Я хочу сказать, что в основном мои принты покупают в Европе и США. И в России пока что это очень непопулярно, но я буду развивать это направление. And for someone who starts today, is it still possible to make a profession out of photography and photojournalism? Because it's very, very hard today. К сожалению, вы правы. Например, мне было сложно оставаться в фотожурналистике, и я ушла из нее в коммерческую фотографию из-за пропаганды и из-за того, что стали платить мало денег. Вот. Но я считаю, что в том числе появились новые возможности, такие как соцсети. Например, там какой-нибудь футбольный клуб ведет и Инстаграм, и Фейсбук, и им необходим контент. И для этого прекрасно служит. И это касается не только спортивных клубов, же и любых бизнесов, каких-то корпораций и прочего. Контент переместился из СМИ в социальные сети. Например, в довольно долгое время до пандемии я снимала документальные фотоистории для бизнеса. И, в принципе, это работало очень хорошо. Okay, just the last before we switch gears. How did you handle the transition from media to more commercial work? Это произошло постепенно. Знакомилась с какими-то людьми во время своей работы фотожурналистики, и они меня приглашали как репортажного коммерческого фотографа. Таким образом, я набрала просто пул клиентов. Да. И я хочу сказать, что я работаю как репортажный фотограф и очень редко работаю с отдельными людьми. В основном я работаю с компанией. Okay, then I will move on to the next section that we want to discuss. And this will be more about method, ethics, and visual approach and choices that Maria has in her own photography. Then my first question would be, you work almost exclusively with natural light. The question is that an aesthetic choice that you make, or is it comes from a different need, such as being respectful of the subjects you have in front of yourself?
В стрит-фотографии, да, я выбираю работать с естественным светом, потому что мне кажется, что естественный свет дает очень многогранную картинку и очень много возможностей играть с этой картинкой. Ага. И также естественный свет дает больше цвета. Для меня это, наверное, самое важное в фотографии. Okay. Okay. Then, staying on the topic of street photography, I wanted to ask you, you often photograph people on the margins or in vulnerable situations. Do you think, or better, how do you approach the question of consent in street photography, which is a big debate as well? Мне кажется, что я снимаю всех людей, в том числе и живущих на улице, с уважением. И у меня нет мысли каким-то образом обидеть. Которых я снимаю с большим уважением и любовью. Не считаю, что как-то обижаю их, когда они попадают мне в кадр. И еще хочу сказать, что в русской литературе есть такая тема очень значимая маленький человек. И мне кажется, что таким образом я продолжаю эту тему фотографий. И если немножко объяснить, что маленький человек — это простой, обычный человек, который беззащитен э, перед многими сложностями, там, связанными с государством и прочее. Он просто живет свою маленькую жизнь. Вот я очень люблю снимать таких людей. Still staying on the topic of street photography for a second, I wanted to ask you, many photographers say they can't be objective about their own images. How do you decide which images make the final cut and which not? Do you do it yourself? Is someone helping you? How does it work? В основном я выбираю свои фотографии сама. Я не могу долгое время выбрать одну фотографию из двух. И тогда на помощь приходит мой муж, потому что это мой лучший судья. Что поможет? Я очень доверяю его мнению. Он может сильно отругать меня, и как бы я не обижусь. Вот мне кажется, важно найти такого человека. One more question from this section. Some say that street photography is art, while documentary photography is information. Do you feel the same, or how would you define both? Мне кажется, что стрит-фотографии несут информацию о повседневной жизни, которую мы очень редко запечатлеваем в чем-то другом. Стрит-фотографии являются в итоге приметы времени. Смотри, стрит-фотография несет информацию о нашей повседневной жизни, которую часто мы можем пропустить и как бы не запечатлеть. Например, в 10-е годы до появления айфона все ходили с телефонами вот так вот. А после появления айфона все стали ходить вот так. И это может как раз-таки запечатлеть в историю, в визуальной истории человечества именно стрит-фотография. Вот эти границы. То есть стрит-фотография запечатлевает такие небольшие детали, которые просто могут пропустить другие как бы носители информации. Например, в литературе там или в каких-то статьях об этом просто могут даже не упомянуть. А вот на фотографии это останется навсегда. Вот. А документальная фотография, допустим, фотопроекты, какие-то фотоистории, больше рассказывают об одном явлении. И они не такие всеобъемлющие, как стрит-фотография. I would like to go back a little bit to the topic of fine arts and prints because it's a very interesting subject. I don't think we ever covered it in details in any of our interviews, so it's going to be fun. I was wondering, how did you approach this world that doesn't quite work with set rules? В России продается намного меньше принтов, и сейчас мы говорим конкретно о стрит-фотографии, потому что в России нет культуры вешать фотографии на стену с чужими людьми.
Недавно мой родственник сказал мне, что будет испытывать дискомфорт, если на него будет со стены смотреть какой-то чужой человек. What are your criteria for choosing which photographs to turn into prints to sell? Представляю, что эта фотография висит у меня на стене. Меняюсь иногда с другими фотографами принтами и смотрю на все их портфолио и, в принципе, довольно быстро выбираю вот то, что будет смотреться хорошо на стене. Естественно, от того, там будет смотреть на меня человек или нет. Вид фотографий не так много принтов, которые хочется повесить на стену. Но все-таки они есть, и можно найти у каждого автора хотя бы несколько принтов таких. Another topic that I would like to talk about are awards, because you entered many international awards. What prompted you to submit your work, to put your work out there? Мне очень нравится в конце каждого года подводить итог проделанной работе. И участие в конкурсах позволяет мне, мотивирует меня делать эту очень скучную и нудную работу, но необходимую при этом. Клянусь, короче, это очень нудная работа, которую нужно проделать, и конкурсы помогают сделать эту работу. Когда я участвую в конкурсе, я не надеюсь на победу. Думаю, что таким образом я просто показываю фотографии сообществу. Вот моя цель. And last one for me for this section. Has it ever happened that an entry you weren't so sure about actually ended up winning one of the contests you entered? Такое было несколько раз, и думаю, еще и будет. Допустим, если можно подать 10 фотографий, и там 10-я какая-нибудь вообще левая, а в итоге эта фотография выигрывает. И я сейчас хочу добавить, я просто иногда тоже сужу конкурсы и знаю, что судьи э, ставят баллы понравившимся фото. Бывает такое, что средний балл в итоге выводит фотографию в победители, а высшие баллы у одного судьи и низшие у другого делают другие какие-то фотографии аутсайдеры. То есть это лотерея в целом. And I want to switch a little bit topic, and I want to actually finally talk about Iberoamérica, the limited edition book we're doing together, available for pre-order until December 31st. So, Maria, my very first question about this beautiful book is, how did it all started? How did this project in your eyes and your photography started? Это все началось с того, что я закончила путешествовать по Латинской Америке, и просто естественным образом встал вопрос, что теперь мне делать со всем этим архивом. И мне кажется, что книга — это лучшее применение вот большому массиву фотографий. Это звучит уже как законченное авторское высказывание для фотографа. Сейчас, на данный момент, считаю, что глава жизни в Латинской Америке у меня закончена. Закономерное продолжение этого — это создание книги. Okay, perfect. Could you, Maria, send a message to the community and to the Eyeshot community about the book and what you hope they will get from your photography? What's your intent and what would you like them to receive from your photography? Мне кажется, что эта книга и название ее «Ибероамерика» — то, что э, вот страны Латинской Америки — это отдельная цивилизация. Довольно-таки часто я слышала, что, допустим, жители Аргентины хотят примкнуть к западной цивилизации. Жители Бразилии хотят примкнуть к США. Но мне кажется, что вот Латинская Америка — это отдельная цивилизация, прекрасная в своей неповторимости. So, Maria, we're done with the first part of the interview. So, we will move in the second part, which is the fun part. We'll do a little games and everything. But before that, I want to thank you for being with us and for taking the time to talk to us. We had an amazing interview and we hope you enjoyed it as much
as we did. Большое спасибо вам, аналогично. Мне очень нравится беседовать с вами. Thank you, Maria, for being with us today. And before we move on to part two, I want to leave a small message to all of our viewers to keep watching, keep subscribing, keep liking, keep commenting, and pre-order Iberoamérica, which is available for pre-orders until December 31st. And support us, because by supporting us, you support independent street photography, independent art, and an amazing artist like Maria. So we'll see you in part two in just a bit. So welcome back everybody to Eyeshot Unfiltered with Maria Plotnikova. And for anyone who's watching for the first time, this is our gaming section, and we're going to have a series of rapid fire questions and a little game of this or that afterwards. So stay tuned and let's have fun together. So shall we begin? Yes. Okay, Maria, 3 words to describe yourself. Любопытная, веселая и ленивая. What irritates you the most about the contemporary photography scene? В современной фотографии меня раздражает ее погоня за трендами, что многие фотографы снимают не то, что они переживают душой, как бы, а то, что модно. Okay. Have you ever been censored or have you censored yourself? If that has ever happened to you. Я попадала под цензуру СМИ, мне прям писали прямым текстом, что не надо снимать. Также я сама запрещала себе снимать какие-то очень откровенные сцены. Какие-то очень сцены, которые могут ранить человека, которые могут, ну, по моему мнению, которые могут ему навредить. Okay. That's exactly what I meant. Thank you. Okay. What makes a great photographer, in your opinion? Внутренняя свобода и отсутствие. Ну, вот мы говорим конкретно о стрит-фотографии. Мне кажется, это внутренняя свобода и отсутствие каких-то болей в теле и в голове. Потому что если твоя голова чем-то забита посторонним, мне кажется, что хорошей фотографии не получится. Но в первую очередь, конечно, это внутренняя свобода. Okay. Next question then. If you had to choose, would you choose street or documentary photography? Я уже выбрала стрит. Okay. All great. right. Latin America or Russia? Очень сложный вопрос. Ну, I know. хорошо. Из-за того, что в России 4 сезона, только из-за этого 4 сезона, зима, лето, весна и осень, это более фотогенично, поэтому Россия. Okay. Okay. The next one actually is coming directly from our founder, Marco. So he wanted to ask you, Maria, rum or vodka? Ну, ё-моё. Ну, я не люблю водку, честно скажу. И ром, потому что он вкусный, а водка невкусная. Ah, yes. I True. totally understand that. It's very aromatic compared Yes. to vodka, which is very straightforward. Sorry. So, switching moods completely. When does photography become looking into something you shouldn't be watching? Я никогда не нарушала этические правила, и мне очень не нравится, когда это делают другие фотографы, потому что они могут принести очень большое зло героям своих съемок. The other question would be if you had for the rest of your life just your phone, would you keep photographing? Конечно, могу, и очень часто снимаю только на телефон, вообще никаких проблем. Okay. 3 of your favorite photographers. 3 любимых фотографа, они все члены агентства «Магнум». Это Георгий Пинхасов, Алекс Веб и Мартин Парр. Ну, они мои любимые уже лет 25, наверное. Okay, okay, love it. Maria, if you had to choose Flickr or Instagram? Инстаграм 100%. Okay. Do you ever not like your subjects as people? Но я стираю эти фотографии. То есть если я сняла кого-то незнакомого, и он не хочет, чтобы я его снимала, я просто стираю фотографии, всё. Okay. Fair.
what's your biggest visual obsession in photography? Просто в фотографии мне нравится то, что хорошую фотографию нельзя повторить. Что я снимаю уникальный момент, который больше никто никогда не увидит и не запечатлит. Have you ever hated one of your photos so much that you wanted to destroy it physically? У меня конкретно с существующими фотографиями такого не было, но я была иногда очень-очень злая из-за того, что не смогла снять то, что хотела. Understandable. Understandable. Very last question for this unfiltered Yeah. game. Maria, what do you believe in? Я верю в гармонию мира и считаю, что стрит-фотография — это одно из доказательств того, что эта гармония действительно существует. Okay, beautiful. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for playing. Yes, we have the final game, last game. So Maria, in this game, which is this or that game, I will give you a bunch of iconic photographers' name, and you have to pick one or the other. And at the end, we'll see which one wins. Perfect. Then I'll start off immediately. Okay, so Henri Cartier-Bresson or Robert Frank? Cartier-Bresson, Okay. Henri Cartier-Bresson or Alex Webb? Алекс Уэбб, Alex Webb or Martin Parr? Мартин Парр, Martin Parr or Gary Winogrand? Мартин Парр, Martin Parr or Vivian Mayer? Мартин Парр, Martin Parr or Diane Arbus? Мартин Парр, Martin Parr or Trent Park? Мартин Парр, I see we have a favorite for sure. Martin Parr or Gregory Pinkasov? Пинхасов, Okay. I like that. I really like that. Pinkasov or Sergei Maximishin? Пинхасов, Okay. Pinkasov, very last one, or I hope I will pronounce it correctly, so stop me if I'm wrong, or Alexander Rodchenko. м, Родченко. Okay, so I guess we have a winner, a very unexpected winner for this section, and it's Rodchenko. So thank you, Maria, for playing with us. It's just a game, of course. Nobody takes offense. Yeah, no offense taken. Exactly. Everybody gets their turn to be the winner of the section. So, Exactly. so yeah. So, Maria, we're actually done now. So, thank you again, once again, for being with us, for the interview, for playing with us, and we hope you enjoyed again. Yeah, I want to tell I'm very happy another time. Thank you very much. The last greeting before we wrap everything up. So, thank you, Maria, for joining us today for this very special interview. And for everybody watching, thanks for watching. Stay tuned for more on Iberoamérica, and bye. Bye-bye.